Всем привет! Хоть раз в жизни каждый покупал на рынке у бабушек вот такие вот вкусные, пышные, очень-очень нежные пирожки с мясом, либо же с повидлом, с капустой, с чем угодно. И я уверен, что каждый хотел бы повторить такие пирожки у себя дома. Так что сегодня именно такой рецепт. Сегодня сделаем беляши, как на рынке у бабушек. Все делается слишком просто. Итак, в глубокую тарелку отправляем 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли, 3 столовые ложки подсолнечного масла и 3 столовые ложки с небольшой горкой муки. Сюда же в тарелку нужно будет отправить 1 кружку, примерно 200 мл горячей воды. Температура воды должна быть чуть выше, нежели вы делаете для себя чай. Не слишком кипяток, но она должна быть почти как кипяток. Затем венчиком либо же ложкой очень хорошо все размешиваем, так чтобы не осталось нигде ни комочка из муки, и сахар с солью полностью все растворилось. Затем в эту же тарелку обязательно добавляем 150 мл холодной воды и опять-таки все очень хорошо перемешиваем. Далее в эту же тарелку добавляем сухие дрожжи, 1 столовую ложку, это примерно 10 грамм. И обратно венчиком очень хорошо размешиваем, так чтобы дрожжи полностью растворились в этой жидкости. Делаем, так сказать, быструю опару. Посмотрите, друзья, дрожжам настаиваться давать не нужно. Сразу же в эту же тарелку, как только вы все размешали, добавляем 10 столовых ложек с большой горкой муки. Берем венчик и полностью всю муку нужно очень хорошо перемешать. В это время венчиком вам мешать будет еще легко. Если нету венчика, можно мешать обыкновенной ложкой. После того, как вы хорошо вымешаете, тесто у вас будет не слишком жидким, но и оно не будет еще слишком густым. После перемешивания в тарелку нужно будет добавить еще 5 столовых ложек муки. Кто-то скажет, что можно было бы всю муку добавить за один раз. Я вам скажу, что так делать не нужно, потому что вы не сможете хорошо вымешать муку так, чтобы не осталось нигде комочка. После добавления муки стараемся еще раз очень хорошо перемешать, и вы увидите, что венчиком уже вам будет мешать слишком сложно, но старайтесь размешать венчиком эту порцию так, чтобы опять нигде не осталось ни комочка муки. Далее, друзья, в эту тарелку нужно добавить еще 3 столовые ложки муки, и после того, как вы добавите этих 3 столовые ложки, нужно будет тесто вымешивать уже руками. Итак, после того, как вы вмешаете всю муку в тесто, чтобы не осталось нигде уже комочков, тесто у вас должно остаться вот таким вот жидким, оно должно будет липнуть к рукам, так и должно быть. Затем берем полотенце и накрываем тарелку полотенцем. Про тарелку с тестом забываем на 40-45 минут. Пока тесто будет подниматься, мы приготовим вкусную начинку для наших пирожков, то бишь сегодня будем делать беляши, 500 грамм свиной фарш, 3 большие луковицы и небольшой пучок зелени. Петрушку я измельчил ножом, а лук натер на мелкой терке. Далее фарш, лук и петрушку, не стесняемся, вот так вот руками очень хорошо перемешиваем. Далее, чтобы беляши были намного сочнее, в этот фарш добавляем примерно 100 мл воды с расчетом на 500 грамм фарша. И тоже очень хорошо перемешиваем. Вода должна быть холодной, но прокипяченной. Итак, прошло примерно 45 минут. И смотрите, тесто увеличилось в объеме почти в 2 раза, даже можно сказать больше. Ну и сейчас я вам расскажу самый основной секрет, как работать с таким тестом. Руки и рабочую поверхность смачиваем обильно обыкновенной простой водой. Затем берем небольшой кусочек теста. Руки еще раз окунаем в воду и руками стараемся тесто вот таким вот образом на рабочей поверхности разровнять. Слой теста у вас должен будет получиться не слишком толстый, ну а по площади он должен получиться таким, чтобы вы уложили туда 1 столовую ложку начинки, а затем начинку запечатали в виде конвертика. Ну и вот примерно вот такими вот пирожки у вас должны будут получаться. Форма у вас не всегда будет одинаковая, это ничего страшного. Самое главное для приготовления каждого вот такого пирожка руки и поверхность хорошо смачивать водой. Смотрите, друзья, начинка в этом случае может быть разная. Сегодня я показываю только из мясного фарша, но также сюда можно будет использовать повидло, капусту, картошку, горох, все что вам угодно. Затем сковородку устанавливаем на огонь чуть ниже среднего. Вливаем туда подсолнечное масло. Толщина подсолнечного масла должна быть примерно 5-7 мм. Масло должно будет хорошо раскалиться. И только после этого нужно будет отправлять пирожки для обжарки. Такая маленькая рекомендация. Пирожки на сковородку отправляйте по мере готовности. То бишь сделали один пирожок и сразу отправляйте его на сковородку. Не ждите, пока вы сделаете 5, 6, 7 пирожков. Лучше их отправлять туда постепенно.
Во время обжарки вы увидите, как ваши пирожки будут увеличиваться в объеме. Как говорят, растут как на дрожжах. Через 2 минуты пирожки нужно будет перевернуть на вторую сторону, обжарить их еще 2 минуты, а затем обратно нужно будет переворачивать еще по одному разу, так, чтобы мясо внутри хорошо прожарилось. Но смотрите, чтобы пирожки не пригорели. В итоге с каждой стороны пирожок обжаривается по 2 минуты 2 раза. И самое главное, что не нужно переживать за то, что тесто напитает в себе подсолнечное масло. Никакого подсолнечного масла оно в себя не впитает. Пирожки получатся нежными и воздушными. Снимать такие пирожки нужно будет в отдельную кастрюльку и сразу же их накрывать крышкой. Но по итогу, друзья, получаются вот такие вот необычные, воздушные, очень сочные внутри и обалденно вкусные пирожки, которые продают на рынке бабушки. Смотрите, ни на одном пирожке нету даже намека на то, что они обжаривались в подсолнечном масле. Ну а когда вы попробуете один вот такой вот вкусный пирожок с таким вот большим количеством мяса, не то что бабушек на рынке, тогда я уверен, что вы захотите повторять такой рецепт еще не один раз. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. Я уверен, они вам будут благодарны. Ну а ваши родные будут просить вас готовить такие пирожки каждые выходные. Также не забывайте посмотреть еще один не менее вкусный рецепт. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, на канале Аппетитная кухня. Всем пока!